Туту-трип. Я живу в регионе, где все грунты здесь акриловые, не тянущие. Я покупаю в доллар-сторе дешевые холстики на картоне, грунты на которых как раз тянущие. Получаются очень бархатные, пастельные эффекты. Хочу задать вопросик. Мне отдавать предпочтение качественным холстам на картоне с нетянущим грунтом или писать на дешевых, радуясь цене и замечательным эффектом? Именно на этих холстиках получается то, что я хочу добиться. И в дальнейшем можно ли просить за эти работы хорошую цену? Спасибо большое за ответ. ПС. Всегда ставлю лайки. Друзья, ну вот видите, Туту-трип всегда ставит лайки. Так и вы тоже постарайтесь. Ну, время пришло уже сегодня. Наконец поставьте хотя бы один раз. Я посмотрю на эффект. Но вы протестируйте, как себя ведет краска, красочный слой. Не трескается ничего на этом грунте, на дешевом. И, ну, пусть она постоит там годок. Если нет времени ждать, посмотрите в описании, что там вообще, что это за грунт. Ну, раз это продается, так, наверное, нормально все. Какая разница, чем загрунтовать? Вы добиваетесь того, что хотите. На мой взгляд, это самое важное. Но если эти работы пойдут на аукционы, где будут стоить миллионы долларов, то, конечно, лучше позаботиться о том, чтобы вам потом претензия не пришла. Хотя она придет в магазин, у вас же наклейка сохранится. Вы здесь при чем? Пойди потом докажи, да? Магазин скажет, у нас все в порядке, это она писала с каким-нибудь секативом. Ну, в общем, сложная ситуация. Надо, конечно, разобраться с описанием, что там, из чего сделан грунт. Ну и пока год будете ждать, ну, пока разберетесь, как себя ведет краска, нет ли кракелюров, у вас есть возможность очень хорошо поучиться. За этот год можно написать очень много работ, наблатыкаться на этом грунте. Очень важно, многие не отдают этому должного внимания, а на самом деле это же техника. От того, какой грунт, зависит качество живописи. Вот действительно, вы добиваетесь эффекта или не добиваетесь? Или все время, я не знаю, у меня многие годы потрачены на борьбу с холстом, на борьбу вот с тем, что я хочу сделать. Ну, с этим грунтом получается. Мне не получалось то, что я хочу сделать. Я вижу, например, ну, классические образцы живописи, у них получается, а у меня не получается. И я никак не мог понять, в чем причина. Очень много составляющих здесь. Например, кисточки. Вот какой кисточкой писать? Не всегда жесткой. Вот я сейчас в последнее время, ну, может быть, там года 3, работаю в основном мягкими кистями. Представляете, как это важно? Мягкая кисточка с большим объемом краски, да еще на тянущем грунте. Это вообще фантастика. Просто наслаждение писать. А раньше я боролся с холстом. Так что Туту-трип, я вас очень хорошо понимаю. Давайте наберемся терпения, подождем. Но у продавца все-таки узнайте состав грунта. Non multa. Мне очень понравилась формулировка «писать впечатление», а не привычное, я так вижу. Потому что явно, как я рисую, я так не вижу. Я смотрю на обычный мир и вижу обычный мир. А вот впечатление – это оно, вот оно, это оно, вот. Это то слово, которое мне было нужно. Ну вот видите, буду активно пользоваться, спасибо за ценную находку. Вы представляете, вот этот вот маленький, вот эта реплика говорит о том, что одно слово в точку может изменить вообще все. Ну, живопись изменяет, а стало быть, все на свете вообще, вся жизнь изменяется. Если живопись изменяется, все под это подстраивается, и линия жизни, как говорится, долгая-долгая, счастливая и денежная. Ну да, какой смысл переписывать то, что ты видишь? Абсолютно никакого. Ну, вышел бы, я не знаю, какой-нибудь оперный певец экстра-класса, мирового, и начал изображать, ну, то, что есть в природе, да? Тишину, например. Или как кто кашляет в зале. Почему-то все начинают сразу кашлять. И один кашлянет, и сразу еще потом, и весь зал и на галерках, все кашляют сразу. Ну, и такой синергичный. И представляете, он бы не пел, а вот начал изображать, как кто кашляет, тишину изображать, например.
То есть я к чему клоню? К тому, что песенка или ария, это же придумано, людьми придумано. Этого нет в природе. Оно придумано. То есть природа, какие-то отношения людей навеяли художнику, ну, я не знаю, композитору или сочинителю вот этих куплетов, сочинить такое произведение, что потом он поет что-то, да, и все аплодируют и перестают кашлять в этот момент. То есть композитор впечатлился тишиной, поэт впечатлился какими-то там разговорами с соседями, да, и еще певец спел, и мощно. Сплошное впечатление. Вот это и есть передача впечатления вот этими всеми тремя студийцами, тремя сочинителями вот этих куплетиков. И сочинена ария, например, и идет она в мир, тоска, например. Кто-то мне написал тоска, ну, неважно. Так что да, будем писать впечатление, это оно и есть. Это развязывает нас, ну, руки и делает нас свободными, потому что мы перестаем тупо зависеть от сюжета, на который мы смотрим. И нет необходимости его прям передавать вот слово в слово, буква в букву, краска в краску. А написать впечатление, во-первых, это интересная задача, а во-вторых, передача впечатления в холсте, в работе снимает нервозность, сомнения, не удастся, не может уже по умолчанию любая работа удастся. Не может быть неудачи, если вы следуете, ну, законам композиции, если вы вообще мыслите как композитор, и там тона, ну и так далее, теплохолодности, рисунок хороший, железный. Откуда она получится неудача? СНМ-1 ЗЮ, в общем. А если зритель не увидит впечатление, то что он увидит? Кашу-малашу? Вот, товарищ 1 ЗЮ, давайте не беспокоиться о зрителе. Давайте беспокоиться о том, вы впечатлены тем, что делаете, или нет. Если мы будем беспокоиться с вами о зрителе, как он вообще думает, так зрители, они все разные. Один подойдет и ё-моё, я не ожидал, а другой скажет мазня, чтобы вообще, как мне сегодня написали, десятилетие. Я специально, человек написал в Яндекс.Дзене, я специально подписался, чтобы вам сказать, что десятилетняя моя дочь рисует лучше. То есть я к чему? Вы никогда не напишете шедевр, если будете, значит, как Буриданов осел, вот стоять и думать, куда мне пойти вообще? Во славу зрителя, который «ах» сказал, или того, который сказал, 10-летняя девочка его лучше рисует. Вот что вам делать? Как писать? Ханс, хотел вам сказать по поводу палитры. Возможно, кому-то еще пригодится как вариант. В общем, долго писал на деревянных, не понравилось. Потом перешел на оргстекло, сначала с серой, потом белой подложкой. Но начал раздражать пусть и тонкий, но прозрачный слой между краской и подложкой. Особенно неудобно при жидком разведении. При нем фактически происходит разведение краски на фоне тени от этой краски. Ну, я понимаю. Потом перешел на пластик. В целом все устраивало. Но затем попробовал мешать краску на обычной гладкой настенной плитке и познал дзен. Хопа! Остановка внутреннего диалога произошла. А почему внутреннего диалога? Диалог — это значит D2. Ну, неважно. Очень удобно смешивать кистью, работать мастихином. И если нужно освободить место под новый замес, можно просто смахнуть старой салфеткой, и поверхность чистая. Интересно узнать ваше мнение по поводу такой палитры. Я не пробовал, но это очень интересная идея. Меня вообще устраивает пластик. Ну, разумеется, для домашнего стационарного использования. Ну да, если, конечно, такую плитку с собой таскать потяжелее, да, она, кстати, будет держать этот самый этюдник, не упадет. Можно камни не класть уже. Кстати, на пленэр ношу кусок пластика, на который наклеил гладкую белую пленку, предназначенную для кухонных столов. А зачем она тогда? Тоже очень удобно. Ну, я не знаю. Если пластик есть, зачем еще какая-то пленка? Если она не собирается вот так вот, не шуршится, то, наверное, нормально. Но можно тогда 10 пленок наклеить. И какой в ней смысл, я пока не понимаю. Ну, да ладно.
Мне удобно на пластике, который просто для пластилина, знаете, детского. Ну, он там 0,5, наверное, толщина всего. Я в палитру его приклеил на двойной скотч, и все. Ну, когда-то он, конечно, грязнится постепенно, но новый куплю, также приклею, отдеру старый. Ну, а плитка, интересная идея, можно действительно дома плитищу такую вот сделать большую. Там. Ну, какие самые большие плитки? 40 на 40, например, руб 40. Мало, наверное. Ну, кстати, можно побольше, плиткорезом ее отрезать и поставить. Но тогда придется как-то ее, чтобы пищевой пленкой, да, закрывать, чтобы она от воздуха спасалась бегством. Спасибо вам большое, Ханс. Друзья, включайтесь, скажите, что вы думаете на этот счет. Может быть, кто-то уже пробовал на плитке писать? Я, наконец, сегодня закончил работу «Апельсиновый сок». Теперь могу вам ее показать. Уже, наверное, год прошел, когда я ее начал писать, но все меня что-то не удовлетворяло, то одно, то другое. И сегодня, наконец, вроде бы последняя точка поставлена, обновлена подпись. Так что «Апельсиновый сок». Спасибо. Друзья, я предлагаю посмотреть сейчас видео 624 «Правильный тон». В этом видео вы увидите фрагменты написания одного мотива живописного. Удачи!